Уже 16-й по счету Московский международный художественный салон. На этот раз он целиком посвящен молодым художникам. У нас уже был однажды молодежный салон несколько лет назад, но сейчас мы в полной степени соблюли чистоту, как говорят, эксперимента. Во-первых, здесь действительно все только молодые, все выдерживают вот этот возрастной ценз до 35 лет. И второй проект, который здесь интересен, как бы некое творческое соревнование молодых 80-х годов. Интересно возникают параллели. Вот молодые художники 30-летней давности и сегодняшние молодые. Там много есть общего и есть много, что уже их различает. Я думаю, для зрителей, которые интересуются историей искусства, которые регулярно посещают выставки, они много что проведут какие-то параллели, сопоставления и много найдут интересного в экспозиции салона. Что для нас сейчас важно, понимаете? Вот для нас важно, что здесь такое максимальное участие всех союзов. Вот в частности для нас очень радует, что вот уже много лет союзы художников Балтии, это Латвия, Литва, Эстония, они регулярно участвуют в наших салонах. И это дает такую целостную картину как бы всего того бывшего постсоветского, которое сегодня называется пространство, когда мы были в одном союзе художников, и через это мы очень много интересных осуществили творческих идей, планов. И вот сейчас вот по этой экспозиции можно судить. Союз СССР не мог по политическим и другим мотивам дальше существовать, потому что образовались независимые государства. Но вот то сообщество, которое раньше называлось Союз художников СССР, а сейчас Союзы художников национальных государств, всех независимых государств, национальных государств, я думаю, что оно в той или иной степени свою подтверждает жизнеспособность. Вот вы видите, как все-таки вот мы географически, будучи соседями, будучи на одной территории, все-таки у нас, наверное, есть намного более связи долгие, многолетние, чем нежели вот последних лет политические события. Художник – это самая древняя профессия. То есть это было средством общения между людьми. Поэтому это появилось еще раньше, чем слово. Вот тут мы как бы имеем какие-то преимущества. Но вообще люди искусства, они абсолютно одни и те же. Потому что задачи стоят между нами абсолютно одни и те же. И я всегда говорю и буду говорить, что ни к музыке, ни к литературе не отношусь как потребитель, а я отношусь изнутри к ней. К сожалению, не все писатели относятся так к изобразительному искусству. Но художники более, я бы сказал, с одной стороны, как бы все видно, что они делают, а с другой стороны, совсем не видно. И в этом сложность изобразительного искусства. Но каждая встреча – это огромная радость. Потому что, может, не все одинаковые художники. Ни по стилю, ни по уровню, ни по таланту. Но эти встречи очень важны, потому что они именно создают возможность продвинуться в своем искусстве, общаясь. Но надо быть открытым, и взгляд должен быть открыт для взаимопонимания. Потому что часто художники не понимают друг друга, потому что они видят все через призму своего искусства. Это не очень правильный путь. В этот момент надо уметь отказаться от себя и увидеть другого. Вот тогда происходит движение у художника. Поэтому такие встречи очень важны. Молодым художникам иметь возможность вот так встречаться, это просто необходимо. Это то, что создает их будущее. И я думаю, что если даже мы понимаем, что невозможно объять всем все, но если даже несколько человек сумеют вот на этой выставке дать друг другу вот то движение, которое необходимо художнику, я думаю, что эта выставка удалась. Я сейчас с большим интересом прошелся по всем залам.
Ну, как всегда, у профессионала, у художника появляются всякие вопросы, всякие ответы, пытаешься дать на них. Но в целом, пройдя по всем этим залам, остаешься с таким ощущением, что в это наше труднейшее время конфедерация, которая все эти годы доказывала право на свое существование, преодолевая Бог знает какие трудности и сложности, доказывая именно это, что наша конфедерация имеет возможность показывать работу молодых художников вот в таком объеме. Я вспоминаю наши те прежние дела. Всесоюзные выставки были, но, может быть, вот в таком объеме даже и не было. Они несколько другие были. И что первое, что отмечаешь, конечно, искусство экспозиции. Как все то, что представлено, скомпоновать, так, чтобы это не бросалось, не кричало, а смотрелось и не мешало друг другу. Это, конечно, нужно иметь особый дар экспозиционера и особый дар. Это форма искусства, экспозицию сделать. Ну, у нас какие были мастера дягилевского времени. И в экспозиции нет никакого, прежде всего, вот никакого официоза и никакого украшательства. Словно эта особенность передалась из залов нашего прежнего собрания. Я прошелся с большим интересом, посмотрел то, что показано сейчас из собрания конфедерации, бывшего Союза художников СССР. Я с удивлением просто посмотрел. Никакого официоза, никакого украшательства. Но что отличает, может быть, вот это отличает все-таки прежнюю эту направленность от теперешней. Я с удовольствием останавливался перед каждым холстом и смотрел на отношение художника к холсту, к композиции, к поверхности, к колориту, к цвету. Ну, мы говорим об идеологии, а я бы хотел сказать, что идеология идеологией, а идея в искусстве всегда она существовала и всегда она должна существовать. Интереснейшая выставка. И то, что была предложена идея вот в экспозиции вместить и работы молодых художников, которые уже стали звездами в наших странах. Поэтому я думаю, что просто замечательно, вот когда ты идешь по залу, вспоминаешь предыдущие годы, предыдущие молодежные выставки, это просто очень-очень интересно. И вот это сравнение работ, которые созданы последние годы, с теми работами, которые были созданы 30-40 лет назад, вызывает определенные чувства, определенные мысли. Я поздравляю Конфедерацию союзов художников стран СНГ, потому что благодаря конфедерации сегодня мы имеем возможность выставляться в Центральном доме художника. Мы видим те работы, которые сохранились в запасниках конфедерации. Это все дает возможность и дальнейшего развития, особенно для молодых художников. Для меня эта выставка показатель того, что искусство является той особой духовной ценностью, тем мобилизующим и солидаризирующим началом, которое объединяет людей разных поколений, людей разной эстетической ориентации, людей разных религиозных формаций. Это выставка для всех, но выставка профессиональная.